Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить очень простые и вкусные лепешки. Они получаются такие ароматные, с хрустящей корочкой сверху и нежным мякишем внутри. Приготовьте такие лепешки к обеду или к ужину. Уверена, они разлетятся в один миг. Это невероятно вкусно! Для приготовления теста мне понадобится в теплой воде, температура которой примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю в воду сахар и всыпаю дрожжи. Перемешиваю. Оставляю постоять примерно на 5-7 минут, чтобы дрожжи проснулись и подошли. Если вы будете использовать живые дрожжи, берите их в 3 раза больше. В миску просеиваю муку. Добавляю соль, перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи и замешиваю тесто. Сначала лопаткой. И теперь домешу руками. Добавляю примерно половину растительного масла. Как видите, тесто по своей консистенции получается довольно жидким. Но муку сюда больше я добавлять не буду. Просто немного вымешу тесто прямо в миске, примерно в течение 5 минут. Сейчас я добавляю сюда оставшееся растительное масло. Немного его вмешиваю и подбираю тесто со стенок миски. Вот таким образом его немного округляю. Посмотрите, какое тесто получается живое. Миску я закрываю пищевой пленкой и отправляю тесто в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Приготовлю намазку для теста. В сотейник всыпаю столовую ложку муки и добавляю примерно 130-150 мл воды. Сначала добавляю немного и размешиваю. Добавляю оставшуюся воду. Ставлю сотейник на плиту и проварю до кипения. Мне надо, чтобы эта масса загустела, стала как такой кисель. Варю при постоянном помешивании. Получился вот такой густой кисель. Кастрюльку снимаю с плиты. Посмотрите, как великолепно подошло тесто. Оно выросло в объеме больше, чем в 2 раза. Руки я смазываю растительным маслом. Какое тесто, оно живое. Очень нежное. Я его вот таким образом слегка обминаю. Стол смазываю растительным маслом и выкладываю тесто. Разделю примерно на 2 равные части. Я буду делать 2 лепешки. Каждую подкатываю в шар. Обязательно пользуйтесь дополнительно маслом, чтобы тесто не прилипало. Оба кусочка теста перекладываю на противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Теперь я беру уже остывшую намазку. Вот таким образом смазываю тесто сверху. И руками его растягиваю. Точно так же поступаю со второй лепешкой. Накрываю сверху пленкой и оставлю постоять минут на 15-20. Тесто хорошо подошло, и сейчас я окончательно сформую лепешки. Пальцы я слегка окунула в намазку и теперь просто делаю вот такие бороздки. И точно так же со второй лепешкой. Очень похожим способом я готовила армянский хлеб матнакаш. И сейчас я все отправляю в хорошо разогретую до 220 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Хлеб должен красиво подрумяниться сверху. Посмотрите, тесто какое воздушное. Образовались пузыри воздуха. Лепешки испеклись, вот такие красавицы получились. Я сейчас их оставлю остыть. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Языков Позитивная кухня. Всем пока!